Как ставить цели так, чтобы к ним идти, но при этом сохранять удовольствие от жизни и не жить в постоянной гонке? Привет, я Лиза. Я уже 4-й год живу в эмиграции, сейчас в Лондоне, а до этого я переезжала десятки раз, жила в 5 странах. И могу честно сказать, что без своей системы организации жизни я бы не то чтобы не пришла к тем результатам, которые у меня есть, сейчас расскажу, наверное, просто бы, не знаю, не выжила бы как минимум ментально. Никакой мотивационной жвачки здесь не будет, но что здесь точно будет, я расскажу о том, что точно не работает. Расскажу прям пошагово, как я 1-2 января уже открыла ежедневник и распланировала свой ближайший год, как я использую при этом 12-недельные циклы, какие есть лайфхаки и, главное, как я при этом сохраняю бережное отношение к себе, к своим потребностям. Начнем мы кратенько с блока про то, что же точно не работает. И номер один в списке самых неэффективных инструментов колесо баланса, которое у нас маркетологи нам постоянно продвигают. На самом деле это абсолютно нереалистичная система. Объясняю почему. Потому что человеческий мозг вообще в силу своих когнитивных особенностей не может сохранять фокус на более чем 2-3 сферах своей жизни. Имеется в виду, если речь идет о каком-то активном росте, вы бустите эту часть своей жизни, эту сферу. Так вот, максимум там это 3 сферы. А вы еще представьте, что если вы, например, заболели или вы мама, то у вас автоматически отваливается там -1, -2 сфера, потому что вам нужно сфокусироваться прежде всего на выздоровлении, а еще у вас есть ребенок, который у вас по умолчанию занимает сферу вашей жизни. Второе, что точно не работает, и я этим очень долго болела, такая внутренняя установка, самокоучинг в духе «я все смогу», этот год будет прорывным, я все выдержу, вот я сейчас напрягусь, и я все, короче, вот как этот атлант на плечах, просто вынесу в этом году. Этот подход срабатывает иногда в кризисной ситуации, когда вам нужно на адреналинчике себя протащить. Но если вы постоянно юзаете вот этот кортизол и адреналин в своем организме, вы очень сильно истощаете свой организм, и на протяжении какой-то долгой дистанции вы скорее проиграете от этого. Потому что в основе вот такой самомотивации на самом деле аутоагрессия и очень большая тревога от того, что вы там, не дай бог, под мостом закончите свою жизнь. Третье, что мешает двигаться к целям и точно не работает, это отсутствие контакта с реальностью. Я сейчас рискну зайти в такую психологическую тему. Внутри нас есть 3 эго-состояния. Это ребенок, он отвечает за «хочу», за ваше желание. Это взрослый такой как бы менеджер, который говорит вам: ну, раз ты этого хочешь, то надо сделать вот это, погнали. И родитель. Родитель может быть как в плюсе, так и в минусе. То есть такой критикующий, такой «давай, еще чуть-чуть», сравнивающий еще с другими, да. А если он в плюсе, то он будет, наоборот, вас поддерживать внутри вас, да, и говорить: ну, отдохни лучше, побереги себя. И вот этот родитель — это образ всех значимых для вас взрослых, на самом деле не только родителей, но там тренеров каких-нибудь, и учителей, еще кого-нибудь. Если совсем вкратце, да, ребенок — это «хочу», родитель — это надо, а взрослый — это могу. И вот контакта с реальностью нет у тех, кто действует постоянно из надо, из вот этой родительской позиции надо. И там может быть много разных причин. Надо так, как хотели родители, надо так, как принято в обществе, надо так, как там, я загадал 20 лет назад, а это уже не актуально. Что такое контакт с реальностью? Это оценивание ваших возможностей в текущей вашей точке, вашего состояния здоровья. Находитесь ли вы, например, в процессе иммиграции или нет, это большой стресс. Сколько у вас детей, какие у вас вообще возможности, то есть адекватное оценивание своих мощностей на данный конкретный период. Дальше попозже будет еще об этом, мы сейчас очень скоро перейдем уже к шагам конкретным планирования. Четвертое, что не работает, на самом деле перекликается с предыдущим, такое движение из «я должна», «я должен», «мне надо». Но здесь я хочу поговорить про понятие ответственности, потому что мы почему-то воспринимаем вот это «я должна, мне надо» как «я взяла ответственность за свою жизнь». На самом деле ответственность — это выбор. То есть у вас при адекватном восприятии ответственности вообще исчезает понятие «надо» из жизни. У вас появляется только «хочу» и «выбираю». И если ты не делаешь какие-то регулярные действия, которые тебя
какой-то цели должны в итоге привести, как ты задумал, то на самом деле это значит просто только одно, что твой личный комфорт для тебя намного дороже, чем эта цель. И ты ее на самом деле осознанно не выбираешь. И тут нужно смотреть в конфликт, насколько вообще это ваша цель, или, может, там с ценностями что-то не так. Мы, сейчас разберем это тоже. Кратко расскажу контекст. Мы с моей семьей живем в Лондоне. У меня свое креативное маркетинговое агентство, я управляю командой. А еще я с прошлого года начала вести свой собственный блог. Плюс я мама и жена. Ну и самое главное, прошлый год был для нас непростым. Это был переезд из Германии в Великобританию в Лондон. И вот на фоне всего этого хаоса я умудряюсь сохранить вектор, двигаться к своим целям и при этом действительно сохранить радость от жизни, делать то, что мне нравится, например, путешествовать и не превращаться в робота. Как? Новый блог — моя система планирования. Самый первый шаг, который я совершаю в начале каждого года, а иногда это можно делать и в середине года, почему нет, это составить видение своего будущего. Мы очень часто живем вообще без представления о том, а что будет через 10-15 лет. Кажется, это бессмысленным, ведь мир такой изменчивый, но на самом деле, если у нас такого видения нет, то все наши ежедневные действия будут посвящены не нашему видению будущего, а видению будущего каких-то других людей, у которых оно как раз четкое, и они знают, что делать. Поэтому, если вы делаете это сейчас вместе с этим видео, можете взять тайм-аут и отбросить вообще все, что вас ограничивает, реально это, нереально, вот сесть и представить, что возможно все, и какой бы вы хотели видеть вашу жизнь, внимание, 3 горизонта, 5 лет, 10 лет и 15. Пожалуйста, опишите довольно конкретно, в подробностях. Не «я суперзвезда мировая», а сколько дней, сколько часов в неделю, в месяц вы работаете, или, может, не работаете вообще. Какой у вас доход, какой у вас состав семьи, как вы конкретно проводите ваш день через 15 лет в идеале. Максимально честно, настолько, насколько сейчас это к вам идет. Дальше, шаг 2. Проверяем наше видение на соответствие нашим истинным ценностям. Таким образом, мы прямо накладываем фильтр. А насколько то, что я сейчас себе написала, идеальная картинка, которую мне, не знаю, голливудские фильмы нарисовали, или это действительно про меня? Чаще всего цели ведь не реализуются не потому, что вы ленивые, а потому, что есть внутренний конфликт. Допустим, в список ваших ценностей входят, не знаю, яркая, насыщенная жизнь и безопасность. И вот эти ценности, на самом деле, могут, не говорю, что всегда, но могут конфликтовать в вашем мозгу, потому что яркая жизнь, полное впечатление, это для вас, не знаю, по горам лазить, а безопасность — это дома сидеть. И все, у вас внутренний саботаж начинается, а вы это даже на уровень осознанности не подняли и не понимаете. Есть очень много тестов, научных способов, как определять эти ценности. Ключевые на данный момент у вас, скорее всего, 3. Чтобы делать это быстро, прогонять цели как раз через фильтр истинных ценностей, я создала свой собственный ИИ-агент, такой тест, который обрабатывает искусственный интеллект. Там несколько вопросов, буквально это занимает реально 2-3 минуты ответить на эти вопросы. И вы получаете на выходе анализ ваших истинных ценностей, целей, подсветку, где могут быть конфликты и первые шаги. Офигенный инструмент, на самом деле я сама им постоянно пользуюсь. Ссылку на этот тест, на этого ИИ-агента я оставлю в описании к видео и в первом комментарии. Это абсолютно бесплатно, вы можете сами попробовать, как это работает. Шаг 3. После того, как мы определили наше видение, может быть, подкорректировали его на предыдущем шаге, осознав наши истинные ценности, мы начинаем его декомпозировать. Или, проще говоря, разбивать на небольшие кусочки, чтобы как слона съесть по кусочкам. Я беру сначала видение на ближайшие 5 лет и начинаю прикидывать, а что вообще в моей жизни должно произойти за ближайший год, чтобы я приблизилась к этому своему видению на 5 лет. И тут очень-очень важная вещь, прям внимание. Все эти цели, которые вы сейчас будете прописывать, они должны быть максимально точно измеримыми. Потому что если цель неизмерима, ее исполнение невозможно проконтролировать. А там, где нет трекинга и контроля, там нет результата. Я хочу быть богатой, а я хочу такой конкретный доход при такой конкретной занятости в день, из таких источников и так далее. Не я хочу идеальное тело мечты, а к какой активности я хочу прийти, к какому весу, какой мышечной массе, к какому результату, не знаю, с лицом связанному. Понятно. Шаг 4. Итак, вы написали несколько целей на ближайший год, конкретных, измеримых. И, возможно, у вас их получилось очень много. Не паникуем. Мы помним правило 3 сферы за раз.
Именно поэтому мы год разбиваем на 12-недельные циклы. Этот лайфхак я взяла в книжке «12 недель в году». У меня про нее даже есть видео, и оно до сих пор очень классное и актуальное. Там, правда, есть проблемы с монтажом звука, потому что я тогда только начинала снимать, но тем не менее, фишка этого метода в том, что мы слегка обманываем наш мозг. Когда перед нами целый год, нам очень трудно мыслить такими категориями. Нам кажется, что времени еще дофига. И если я пропущу январь, ну ничего страшного, там еще 11 месяцев я успею наверстать. И таким образом мы время-то и теряем. Мы выбираем 2-3, на которых мы будем фокусироваться. В год вы сможете сделать 4 цикла по 12 недель. Даже если предположить, что вам за каждый цикл будет удаваться достигать только 2 целей, то получается вы около 8 целей в год сможете реализовать. Это, мне кажется, просто очень много. Итак, перед нами цикл на 12 недель. У нас есть 2-3 конкретных цели, и мы просто садимся и прописываем, что конкретно для каждой из этих целей я должен делать ежедневно или, допустим, разово. Ну, к примеру, у меня была в прошлом году цель по здоровью и телу. Я прописала пробежки, силовые тренировки, питание, БАДы, протеин, походы к врачам. Часть из этого — это рутинные задачи, часть разовые. Очень важно, если ваша цель, допустим, красивое тело, просто очень легко на этом примере, показывать, но вы в данный момент конкретный в большинстве времени лежите на диване, делаете 1000 шагов в день и едите фастфуд, то не надо писать, что ваша цель к концу первого цикла пробежать марафон. Это как раз про контакт с реальностью. В этом случае ваша цель будет в первом цикле простроить базу, добавить овощи в рацион, начать двигаться хотя бы на 5-6 тысяч шагов в день, сходить к врачу, допустим, провериться на дефициты и так далее. Прочный фундамент реально приводит к результатам, а героизм приводит к выгоранию. Шаг 5. Измерение. Тут нужно настроить систему измерения, но так, чтобы она вас не приводила к выгоранию, не была такой из как раз родителя контролирующего, а реально помогала просто видеть динамику результата и вообще корректировать ваши цели. Я составила свою собственную таблицу по книге «12 недель в году». В этой таблице прописаны дни недели и забита специальная формула. Каждому действию я назначаю определенную ценность. Допустим, выйти на пробежку будет стоить, 5 баллов, а вовремя выпить БАДы будет стоить 1 балл. Эту табличку я вам тоже оставлю в описании, она у меня есть в телеграм-канале, можете ее забирать себе. При этом очень важно, если я заболела, если я нахожусь в отъезде, просто физически не могу выполнить те действия, которые я хотела выполнять, я просто закрашиваю, эту ячейку серым и убираю вообще этот показатель из измерений. Таким образом, я не убиваю мотивацию и как раз нахожусь очень даже в контакте с реальностью. Шаг 6. Анализ и корректировка ваших целей. Нет ничего плохого в том, чтобы спустя какое-то количество времени пересмотреть вообще ваши цели и то, сколько действий вам нужно выполнять, чтобы к ним двигаться. Я, например, в видео про 12 недель рассказывала, что я переоценила очень свои силы, я поставила себе 3 или 4 цели, в итоге удалось сфокусироваться только на 2. Я, в принципе, со спокойным сердцем отмела другие. Я убрала лишние действия, которые я вижу, мне просто не нравится выполнять, я не хочу, и для меня мой комфорт дороже, чем это действие, эта цель. Это очень здоровый подход, который вас в том числе тоже оберегает от выгорания, и если вы заметите, на протяжении всего этого видео мы с вами идем по такой тонкой грани, где мы пытаемся контролировать нашу жизнь, но при этом остаться в бережности к себе и не требовать от себя чего-то с позиции «надо» во что бы то ни стало и любой ценой. Шаг 7. И это самый, мне кажется, важный и ценный лайфхак вообще на все видео. У нас огромное количество времени на самом деле тратится на какие-то рутинные задачи. И я уверена, что в вашей голове возник вопрос: Лиза, ты такая оптимистка, а куда мне вообще в моем расписании девать то, что мне нужно забирать детей, готовить еду, оплачивать счета, на сообщения отвечать, на почту. Ребята, как раз мы с вами здесь для того, чтобы сделать хаос управляемым. Мы решаем это так. Мы делим все наше время на 3 типа времени. Стратегическое время — это время, когда вы решаете те самые задачи, которые вы запланировали для реализации вашего большого видения. На самом деле, потом, со временем, вам будет достаточно всего 3 часа в неделю. Самое продуктивное время, на самом деле, лучше ставить их с утра, где-нибудь в понедельник. Но поначалу я рекомендую сделать 2 таких сессии на неделе. Например, в понедельник и в пятницу с утра. Как раз будет очень удобно смотреть, что за неделю произошло. Второй тип времени — это буферное время. То есть вы прям открываете свой календарь, и в нем ставите 3 часа в понедельник, стратегическое время,
Дальше там оставшееся время, которое у вас осталось, буферное. Это значит, что вы в этот момент как раз отвечаете на сообщения, на почту, делаете какие-то рутинные задачи, готовите там еду, еще что-то делаете. А в момент стратегического времени вы не отвечаете ни на какие сообщения, вы ни на какие уведомления не отвлекаетесь, вы их выключаете. Для вас существуют в момент стратегического времени только стратегические задачи. Ну и третий тип времени, он очень важный, особенно для таких трудоголиков, как я. Ребята, это отдых, это рекреационный тип времени. И отдых нужно планировать. Вот я, если не запланирую себе отдых, я всегда найду, что мне сделать полезного. Но для таких же трудоголиков, как я хочу обратить ваше внимание, что отдых – это тоже часть вашей эффективности. Если вы его не будете вставлять в календарь, не будете отдыхать по плану, то просто вы очень быстро сдуетесь, и у вас никаких сил на стратегические и буферные части тоже не останется. Вот такой у нас получился план, но как говорится, теперь к нюансам. Если вы проделали все вышеописанное, пытались, да, идти по этому плану, действительно его корректировали, здорово подходили к себе, не требовали от себя слишком многого, и все равно ничего не получается, тут нужно просто задуматься о том, а куда уходит вообще ваша энергия. В январе прошлого года я начала терапию с психологом. И за это время я высвободила такое количество психического ресурса. Я чувствую себя намного более энергичной и способной вообще что-то делать, чем годы назад. Я объясню, что у меня занимало очень большое количество энергии. Это обслуживание чужих эмоций. То есть меня вырастили так, что я автоматически чувствовала себя ответственной за эмоции и эмоциональное состояние других людей. Я могла пожертвовать своим, чтобы быть хорошей. Я брала на себя чужую ответственность, чужую фрустрацию, поступала своим там, где не надо было этого делать. Ну, короче, если кратко, я была контейнером для эмоций очень большого количества других людей. В том числе поэтому и в бизнесе я очень часто двигалась только партнерствами. Мне было очень страшно вообще выйти в какую-то проявленность и строить свой личный бренд на себе завязанный, потому что я не понимала, как мне вообще без этой связки, без обслуживания кого бы то ни было жить. Так что если у вас ситуация похожая, постоянный низкий уровень энергии, при этом у вас нет каких-то физических для этого причин, дефицитов, болезней и так далее, то обратите внимание, на что уходит вообще ваш когнитивный процесс в течение дня. Может быть, вы обдумываете одни и те же ситуации, выборы, думаете о том, почему там ваш муж или ваш партнер злится и как его сделать довольным. Но фокус-то в этот момент находится не на вас самих, а на них. Ну и в этом случае вы просто живете жизнь их, а не свою. Ну что ж, если вы сейчас в такой точке, где вы хотите сделать этот год классным, не максимально успешным, а именно таким, где вы придете в гармонии с собой, то начните, наверное, с изучения себя, с изучения своих ценностей. И я еще раз напомню, что у меня есть бесплатный абсолютно инструмент для этого и агент, который я собрала с помощью искусственного интеллекта. Там всего несколько вопросов, это тест, он прям обрабатывает, да, результаты и выдает вам ваши истинные ценности, цели и первые шаги к ним. Я его, кстати, называю «сыворотка правды». И да, если вы хотите простроить стратегию вашего следующего года вместе со мной, я иногда беру в личное ведение одного-двух людей. Оставлю свои контакты в описании и тоже в первом комментарии. Можете мне написать, обсудим. Спасибо, что досмотрели. С наступившим Новым годом и желаю вам прекрасного, самого удачного, самого яркого и насыщенного года.